Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых данных из Smart Sender по Webhook в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые данные из Smart Sender по Webhook в другие системы. Например, в Trello вы сможете добавлять новые карточки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Smart Sender в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из Smart Sender. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет Smart Sender. Далее вам необходимо перейти в вашу воронку общения с ботом и добавить новое действие. В качестве действия выбираем External Request. Тип отправки данных выбираем Post. Теперь необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. После этого переходим на вкладку Body. Для того, чтобы отправлять все доступные переменные, кликаем на иконку в виде облачка. После всех этих действий необходимо сохранить все изменения. Не забываем соединить новое действие с остальной воронкой. Теперь необходимо опубликовать все изменения. Когда все необходимые действия выполнены, необходимо сгенерировать новые данные для того, чтобы они отобразились в системе Apex Drive. Для этого вам необходимо снова перейти в вашу воронку. Далее кликаем Preview для того, чтобы перейти к общению с ботом и пройти воронку полностью. Обратите внимание, у вас должен быть подключен канал, через который бот может работать. В данном случае я произведу тестирование через канал Messenger. Когда вы полностью прошли общение с ботом, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender по Webhook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо выбрать действие «Создать карточку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо предоставить разрешение на работу с вашим аккаунтом. Теперь необходимо пройти авторизацию в ваш аккаунт Trello. Предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать доску, в которой будут создаваться новые карточки. Также необходимо указать список. После выбора этих двух параметров вы увидите поля для создания новой карточки. В эти поля вы можете назначать переменные из Smart Sender.
Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello в качестве новых карточек при каждом новом лиде из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Trello успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!